В Таиланде я много раз ловила себя на мысли, а у нас бы так сделали? Наверное, нет. Поэтому тема сегодняшнего видео, с какими самыми добрыми поступками от тайцев я сталкивалась. Where do we go from here? 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 Напомню, я живу в Таиланде уже 3 года, поэтому смело могу рассуждать о нетуристическом сервисе, а о ежедневном Таиланде с самыми обычными его людьми. И вот какие моменты, которые не перестают меня трогать, это в том, что тайцы постоянно стараются тебе помочь, что-то подсказать, даже если ты их об этом не просишь. Они сами подходят, сами тебе что-то объясняют, ведут, иногда даже бросают свои дела. И у меня был такой случай, когда мы пришли с тайской девочкой в 7-Eleven, она спрашивала приправу какую-то для курицы, и именно в этом 7-Eleven этой приправы не было. И продавец все бросила и сказала: пойдем за мной. Она вышла на улицу, куда-то побежала, мы ничего не понимаем, но бежим за ней. И вы представляете, она прибежала в соседний 7-Eleven, хорошо, что он находился прям рядышком, достала там эту приправу, встала за прилавок и пробила нам ее там. Каково было мое удивление, я вам даже передать не могу. Еще у меня был классный случай, это было, когда мы только приехали в Бангкок. Я пошла в магазин Big C, кто знает, может быть, кто нет. Big C — это такой народный большой супермаркет продуктов, там часто и местные закупаются. Там не очень высокие цены, но при этом они не самые-самые дешевые. В общем, хороший, классный магазин. И я помню, меня заинтересовал прилавок с мандаринами, или, может быть, это были апельсины, неважно. Я подхожу к этому прилавку, и там таец стоит и набирает себе в мешок эти самые апельсины. Думаю, не буду его беспокоить. Тут же принято соблюдать некую субординацию. Встала рядышком и наблюдаю. Смотрю, как же выглядят фрукты. Достаточно ли они хороши, чтобы я их купила? И вы знаете, каково было мое удивление. Этот таец выбрал какой-то красивый мандарин, мне протягивает его, улыбается и говорит: «Ниха». То есть он мне говорит: «На, возьми». Блин, правда, меня это настолько растрогало. И я подумала, а вот могла ли я с таким же столкнуться у нас в России? Вероятно, нет. В лучшем случае, наверное, встали бы рядышком со мной, немножечко меня подталкивая и перебирая мандарины тоже у меня перед носом. Но чтобы мне выбрали какой-то красивый фрукт и протянули, такого, я думаю, у нас точно не скоро можно встретить. Но вот такие они милашки. Что касается финансов, тайцы тоже достаточно честные, и я ни разу не сталкивалась с каким-то вот финансовым обманом, чтобы мне не додали сдачу или как-то вот обманули и пробили несколько позиций одного и того же продукта в чеке. Нет, такого не было ни разу. Но на этот случай у меня тоже есть интересная история. Мы как-то ехали с супругом на машине по делам, проголодались и решили заехать в соседний 7-Eleven, заказали там какие-то напиточки, вы знаете, там можно делать на заказ вкусный чат-хай, и выбрали какую-то горячую еду, и, в общем, рассчитались, нам положили эту еду в микроволновке, отдали пакет с напиточками и с какими-то вкусняшками, и вроде как бы весь процесс покупки завершен, мы выходим из магазина, садимся в машину и уезжаем. И тут я вижу в зеркало, что за нами выбегает девочка-продавец, бежит за машиной, машет руками, и у нее в руках пакетик. И я понимаю, что мы не забрали нашу подогретую еду. И это было так смешно, но на самом деле это очень мило. Может быть, это такой туристический прикол, и тайцы на кассах 7-Eleven уже знают, что туристы, они такие на расслабоне и немножечко безголовые, но вы знаете, при этом не было ни капли никакой агрессии или какого-то напряжения, то есть это было весело как мне, так и девочке, которая бежала за мной с этим пакетом. Очень часто доброту тайцев я вижу не только по отношению к людям, но и по отношению к животным. А вы знаете, в моем мировоззрении это то, как ты относишься к животным, вообще характеризует тебя как человека. Потому что собака — это лучший друг человека. Ну а милые котики, мне кажется, их вообще все любят. И вот знаете, опять же, возвращаясь к 7-Eleven, мне всегда очень приятно наблюдать, что там могут лежать такие толстые упитанные собачки, которые
которые не пугаются и не убегают, если ты пытаешься зайти в магазин и даже вынужденно перешагиваешь через них, они не будут стараться убежать, как бы они не пугаются, то есть очевидно их там подкармливают, и у них стоят мисочки с водой, с едой, и это тоже очень классно. Хочу сказать, что я живу в кондо, которое не является кондиком pet-friendly, то есть здесь нельзя держать домашних животных, но тем не менее у нас в нашей дворовой территории проживает два котика, один белый, один черный. Белый даже с ошейничком, у него имя Годжи, это, по-моему, девочка. И я хочу сказать, что кондо не pet-friendly, но, очевидно, эти котики как бы местные. То есть юристик person, управляющая компания, ухаживает за этими животными, они их кормят, и у них очень хорошая блестящая шерстка. Они могут залезть к тебе на коленочки, погладиться или как-то помурлыкать, может быть, и никогда не остается клока шерсти на тебе. То есть я могу сказать, что питание наверняка у них не какие-то объедки и подножный корм, а это настоящий корм для котиков, причем у нас везде расклеены объявления, что котов кормить запрещено. То есть логика юристик person такая, что дабы жильцы не накормили их котиков чем-то запрещенным и, может быть, вредным и либо опасным для них, они их сами кормят. И вот, казалось бы, у нас кондо не pet-friendly, но два замечательных котика здесь живут, и они, конечно, общие любимцы всего нашего кондо, все их очень любят, и постоянно к ним особое внимание, их приходят погладить, и зачастую, когда ты возвращаешься вечером, ты прям высматриваешь, а пришел ли сегодня котик тут на лавочку посидеть, навестить жильцов этого кондо, или у него сегодня, может быть, свои дела. И несмотря на то, что я уже 3 года проживаю в Таиланде, меня до сих пор не перестает удивлять доброта тайцев и открытость. И действительно, это не наигранное какое-то поведение, это не натянутая улыбка, а они действительно очень добрые. И на тебя никогда никто не будет кричать, повышать голос. И даже если ты где-то вот конкретно затупил и делаешь что-то не то, если ты ошибаешься, на тебя никто не повысит голос, тебе спокойно что-то объяснят, улыбнутся, может быть, они просто думают, да, что взять с этих белых людей. Но дело в том, что ты тут не чувствуешь себя постоянно в чем-то виноватой, тебе не нужно в чем-то оправдываться. Я ощущаю в такие моменты себя понятой. И иногда я задумываюсь, а почему здесь так, а у нас иначе? Как им удается не напрягаться, не раздражаться по каким-то мелочам? Потому что мы очень часто взрываемся из-за каких-то пустяков, но они себе такого не допускают. И, вероятно, все-таки причиной тому их культура, буддизм. И их главная идея не создавать себе плохую карму. И я думаю, это действительно так. Они действительно очень стараются, проявляют много терпения и уважения к людям, потому что туристов все-таки в Бангкоке очень много. И таких ситуаций, когда человек где-то в чем-то не сориентировался, где-то затупил, что-то сделал не так, либо какие-то, может быть, такие небольшие правила, но нарушил, образно говоря, зашел не в ту дверь. Никто не будет на тебя косо смотреть, все будут очень терпимы, очень вежливы и с улыбкой тебе что-то объяснят, подскажут, помогут. Поэтому я твердо уверена, что это не наиграно, и это не какая-то показушная вежливость, это именно внутренняя установка не причинять неудобств другому. И я могу сказать, что, конечно, когда ты находишься в этой среде, в этой культуре, ты тоже напитываешься вот этими всеми положительными эмоциями, ты замечаешь какие-то классные моменты, берешь себе на заметочку и тоже стараешься их внедрить в свою жизнь, как бы проникнуться и впитать их в себя. Поэтому я думаю, что за это время я стала тоже мягче, я стала терпимее, абсолютно точно я стала меньше раздражаться по каким-то
Не обязательно мелочам и пустякам, но даже и по каким-то более серьезным поводам. Я стала чаще улыбаться незнакомым людям, и мне это стало нравиться. Я получаю удовольствие от того, что где-то невзначай я могу на кого-то посмотреть, либо подметить какую-то ситуацию, улыбнуться, и мне улыбнуться в ответ, как будто мы действительно поняли сейчас друг друга, поняли эту ситуацию, и это мне тоже очень нравится. Я думаю, что в России с таким сталкиваешься очень-очень редко. И поэтому мне было бы тоже очень интересно, если бы вы поделились своим опытом, а с какой такой добротой, которая бы вас удивила, да, вы сталкивались здесь, в Таиланде. И если вам эта тема откликнется, я думаю, что я могу рассказать еще очень много таких историй, потому что с добротой тайцев я реально сталкиваюсь каждый день, будь то касса в супермаркете или в магазине, будь то прогулка по городу и просто встреча с какими-то самыми простыми людьми, которые даже не разговаривают по-английски, но они всегда стараются как-то уделить тебе внимание. И, кстати, знаете, что я заметила? Что зачастую такую теплоту и такое трепетное отношение ты можешь встретить не только в туристических местах, но даже в тех уголочках, где туристы практически не бывают. Я помню, что я как-то снимала видео и пошла на прогулку по бангкокским трущобам, и ситуация была такая, что я иду с камерой, снимаю то, что происходит на улице, снимаю здания и что-то фоново рассказываю. Кстати, это видео можете посмотреть на моем канале. Я считаю, что оно недооцененное. И за вот эту короткую 10-минутную прогулку я встретила 3, наверное, человек, которые просто завязали со мной разговор, которым было интересно, откуда я, что я пришла оттуда, снимаю здесь. У них были вопросы, нравится ли мне или не нравится. То есть, казалось бы, люди могли просто пройти мимо и абсолютно никак не привлекать моего внимания к себе. Но им было интересно пообщаться с иностранцем, и даже учитывая то, что они не разговаривали по-английски, то есть просто друг другу улыбнуться, обменяться какими-то теплыми эмоциями и улыбками, им это было приятно, и мне, не скрою, тоже от этого было очень приятно. Поэтому я искренне, всей душой люблю тайцев, мне очень близка их культура, во многом откликается, и я могу сказать, что у них очень многому можно поучиться. Пожалуй, за мои годы каких-то путешествий и посещений других стран, а это не прям маленький списочек, в Таиланде люди самые добрые. Поэтому я буду рада, если вы поделитесь со мной какими-то интересными своими историями о том, как вам, может быть, в чем-то помогли тайцы, а может быть, наоборот, вы столкнулись с каким-то абсурдом, разочарованием, либо с каким-то обманом. Но вот я с обманом, если честно, вообще ни разу не встречалась. Нет. И поэтому сегодня Таиланд для меня это не история про пляжи, а это моменты, в которые люди, незнакомые для меня люди, были со мной искренни и добры. И я хочу сохранить это в себе и хочу делиться этим с вами. Потому что мы все немножечко загружены и немножечко нервные. И вот такого небольшого приземления и обычной человеческой теплоты и доброты, мне кажется, нам всем очень сильно не хватает. И поэтому, когда ты к этому привыкаешь, ты начинаешь понимать, что доброта — это не что-то такое необъятное, большое, а это то, что делают каждый день, и это нормально. И именно за эту доброту я так и полюбила Таиланд.